Дорогие друзья, очень рад вас приветствовать всех в этом уютном и доброжелательном зале Международного Восточноевропейского университета на встрече, которая посвящена реконструкции Центральной площади города Ижевска 175-летию Чайковского. И я сейчас хочу передать слово Марии Гурченко, главному художнику города, которая подробно обо всем нам расскажет. Ну, наверное, не настолько подробно. Очень долгое время, наверное, у всех возникает вопрос, почему же у нас Центральная площадь вот такая, какая она сейчас есть. И, наверное, всем бы хотелось видеть ее в несколько ином виде. И сейчас, именно сегодняшним днем, сегодняшним мероприятием, мы бы хотели начать большую работу, которая нам предстоит по реконструкции, по преобразованию нашей главной центральной площади и, в общем-то, самого большого публичного пространства, которое есть в городе Ижевске. Для этих целей мы пригласили английских экспертов, специалистов в области... Раз, 2, 3, 4, 5. Ну, как говорится, ладно. Специалистов в области проектирования общественных пространств. Они бы хотели сегодня рассказать о своей компании, о принципах и подходах к проектированию публичных пространств, о том, как задействуются жители городов в проектировании такого рода пространств. Ну и в конце нашего мероприятия хотелось бы, чтобы у нас создалась такая живая дискуссия, вопросы, ответы, чтобы мы подискутировали на тему, что же у нас все-таки должно быть на Центральной площади, какие такие мероприятия или зоны должны появиться для того, чтобы горожане ощутили, что это место их, и им бы хотелось там проводить максимально больше свободного времени, чтобы там было приятно. Регламент сегодняшнего мероприятия такой, то есть вот от меня сейчас, в общем-то, вступительное слово. Еще сегодняшним днем у нас начнется еще один очень интересный процесс, который опять же, этому толчком для начала этого процесса был именно вот этот вот проект по Центральной площади. Сейчас я передам слово Денису Гончарову, который немножко расскажет. Спасибо, Мария. Денис говорит, 5 минут мне дали организаторы, ну, видимо, для того, чтобы вас немножко разогреть для сегодняшней дискуссии. Дискуссия о городской среде, о современном состоянии, о будущем среды и, собственно, о методах, которые мы сегодня можем изучить благодаря международному опыту и поменять наш город, который, конечно же, видится нам современным, чистым, красивым, уютным. И, собственно, для решения сложных задач по изменению городской среды нам сегодня нужны люди. Люди, которые имеют компетенции, знания, которые понимают, как строить новый город. И это, я бы сказал, даже не просто проектировщики, не просто архитекторы, это межпрофессионалы, которые стоят на стыке архитектуры, строительства, экологии, экономики, социологии. И, собственно, наш проект, который мы назвали «Школа городских планировщиков и дизайнеров», это попытка создать структуру воспроизводства кадров, способных менять наш город. Мы хотим собрать 25-30 человек в одном пространстве, поместить этих людей в особую образовательную среду, насытить их самыми современными технологиями, подходами в проектировании, в командообразовании и, собственно, поставить им вполне конкретные задачи. Задачи изменения городских территорий. Город Ижевск, администрация города Ижевска любезно нам предоставила такую возможность. Нам дали для изучения, для проектирования несколько таких объектов.
Ну, например, это сквер за администрацией города Ижевска. Это наши кольца на пересечении Союзной и Ленина. Ижевские застройщики готовы нам отдать свои дворовые пространства для того, чтобы молодые ребята научились проектировать. Мыслится проект в течение года. Мы хотим провести ежемесячные сессии, которые будут длиться 3 недели. Первая неделя – это погружение в проблему, постановка задач. Мы привезем сюда специалистов из других институтов и других структур, которые помогут нам погрузиться настолько, насколько мы можем это сделать. Но наши партнеры могут здесь быть: это Институт Стрелка, Институт британского дизайна, МАРХИ, Институт урбанистики. Дальше мы мыслим процесс организовать в виде круглых столов, которые позволят нам сделать бриф проекта. Ну, проектировщики, особенно молодые, понимают, что такое бриф, ну или техническое задание, как угодно. То есть это то, над чем можно уже работать в будущем. Дальше будут воркшопы, это интенсивная работа в группах, работа, которая своей целью ставит в конце получить некое эскизное решение, эскизный проект той или иной территории. Итак, 3 недели. В конце мы проводим конкурс, выбираем лучший проект. И, собственно, молодой проектировщик может подписать контракт с заказчиком на изготовление, на разработку эскизного проекта. Таких сессий мы сейчас планируем 6-7. У нас есть примерный план. Собственно, первая сессия будет в ноябре месяце. Сегодня мы объявим о начале городского конкурса, поскольку Центральная площадь стала таким драйвером всего этого движения. Мы предлагаем молодым проектировщикам взять любой кусочек нашей площади и дать свое проектное видение, как бы они мыслили это пространство. Через месяц мы проведем выставку, найдем лучших, и лучшие получат грант от Ассоциации развития города на обучение в школе городских планировщиков и дизайнеров. Вот, собственно, все, что мы сейчас хотим запустить. Конечно же, международный опыт и те архитекторы, которые сегодня нас посетили, будут участвовать в этом процессе. Они никуда не денутся от нас. Те ребята, которые сейчас заинтересованы в участии в конкурсе или в обучении в этой школе, могут найти информацию всегда на сайте Арго, в социальных сетях. Собственно, ждем работ, ждем людей, которые готовы менять город вместе с нами. Я готов ответить на пару вопросов буквально и передать слово господам, если они есть такие вопросы. Как будет отбор проводиться? Любой, кто пожелает, имея определенные компетенции и знания, может прийти и начать обучение в этой школе. То есть архитекторы? Архитекторы, дизайнеры, понятно, некая базовая основа. Ну, наверное, все. Я передаю слово Никите. Спасибо. Коллеги, давайте поаплодируем Денису, скажем ему спасибо. Я очень кратко в 3 словах зарезюмирую ту реальность, которую мы планируем в области школы городских дизайнеров и планировщиков. Мы объявим конкурс. Подробности конкурса вы можете увидеть на сайте argo18.ru. Я думаю, что завтра, послезавтра этот документ там появится. Каждый желающий сможет взять или кусок Центральной площади, или любую проблемную зону, Денис об этом умолчал, города Ижевска, переделать ее и отправить нам. Вот. У нас будет сформирована конкурсная комиссия, наверное, на ваш вопрос отвечу. Да? И эта конкурсная комиссия выберет, каким 5 молодым талантливым ребятам мы дадим грант на обучение. Подробности на сайте argo18.ru. И на этой торжественной ноте я хочу пригласить сюда тех людей, ради которых мы здесь все собрались, профессионалов из Великобритании, представителей компании PRP. Дорогие друзья, пожалуйста, просим вас к микрофону. Simon Kaufman в Лондоне. Я
британский архитектор. Моя русский очень плохо. So I will continue in English, excuse me, with the help of a translator, Nick. Поэтому, в общем, я не знаю, что переводить, но он сказал еще раз передам, что его русский не очень хороший, и что с моей помощью он попробует все-таки дальше по-английски. Меня слышно нормально? Exactly. What we would like to do tonight is a workshop where we would like to ask you lots of questions about what you want from your city and what you want for the future of Ижевск. Сегодня мы хотим развернуть некий рабочий процесс, в котором мы будем задавать вам вопросы о том, каким вы видите будущее Ижевска, каким вы хотите его видеть через несколько лет. First, a little bit about who we are. PRP is an international company with offices in various locations. We've got 2 offices in Russia, in St. Petersburg and Moscow. Сначала пару слов о том, кто мы такие. Мы компания PRP, у нас есть, мы международная компания, у нас есть множество офисов по всему миру, в том числе 2 офиса в Москве и Санкт-Петербурге, в России. This is the Moscow office in Krasny Oktyabr, right in the center of Moscow. Это в самом центре Москвы, наш московский офис на Красном Октябре. Which is in the converted chocolate factory. Unfortunately, there are no chocolates there anymore. Когда шоколадной фабрикой был этот офис, но, к сожалению, шоколадок уже не осталось. This is just a little snapshot of some of the work we do in Russia, which ranges from very large projects like in the Moscow towers in the city to housing and residential projects for outside Moscow and all over Russia. Здесь несколько снимков того, что мы делаем, какого типа проекты мы делаем в Москве, в России. Это как большие проекты, например, вот башни московские, так и просто жилые какие-то районы. We've also been involved in many master plans, which is one of the reasons we got involved in this project, and landscape designs. These are some of the projects that we have done recently in St. Petersburg. Также мы часто занимаемся подготовкой мастер-планов, это именно то, зачем мы приехали в Ижевск, и делаем ландшафт. В том числе здесь перед вами диаграмма того, что мы делаем в Санкт-Петербурге. But the main topic of conversation this evening is really about Ижевск, and I want to talk to you about what your aspiration for Ижевск might be. На сегодня главной темой нашего разговора будет все-таки город Ижевск, и моя главная цель — это узнать у вас, что вы ожидаете, какие вы надежды возлагаете на этот город. Here are 2 examples that we have in our mind, which are almost two extremes, very interesting places. Вот 2 примера, которые мы задумали сами, это 2 таких полные противоположности, очень интересные 2 места. The top is Campo di Fiori in Rome, which is a city square which is very active, 24 hours, and surrounded by shops, cafes and activity. Сверху вы видите площадь Кампо де Фьоре в Риме. Это очень живая, активная площадь, которая 24 часа в сутки в ней пролежительно окружена кафе, ресторанами, магазинами, чем угодно. And the lower example is Millennium Park in Chicago, which is a new park that has been built right in the heart of the city. And I think this is a beautiful image. This is just a field of flowers that people can walk through and touch and engage with in the summer. Внизу же вы видите Millennium Park в Чикаго, США. Здесь совсем противоположная картина. Здесь вы видите просто огромное количество цветов, где просто можно ходить, можно присесть на траву. Этот парк был построен в самом сердце города. So the presentation that I'm going to show you is first of all a little about the process, what we will be doing and the work stages. The second will be about the future potential of the city. Then we will look at some international spaces around the world. And finally, I want to discuss with you the actual site here in Ижевск, and particularly to find out what your ideas and what your thoughts and experience of the site is. Немножко поговорим о содержании данной презентации. Сначала мы поговорим о процессе того, как именно мы работаем, затем мы поговорим о будущем города Ижевска. Дальше мы представим вам ряд примеров со всего мира, аналогичных проектов, аналогичных объектов, и затем мы поговорим уже непосредственно о территории, о которой идет речь, и здесь я буду задавать вам вопросы о том, как вы видите эту территорию. So certainly when we get to the end of the presentation, I'll be very happy to take as many questions, comments, ideas or suggestions as you like, and we will have a discussion amongst ourselves about what possibilities there are and what will work and what will not work. Поэтому к концу презентации мы бы очень хотели как можно больше услышать от вас вопросов. Мы бы сами с удовольствием вовлечились в дискуссию с вами о том, что по-вашему может сработать в Ижевске, что не будет получаться, что вам нравится и что вам не нравится. Okay, so first a little about the process. Сначала пару слов о процессе.
The aim of the study that we have just begun, we have just started this study, is to create a new vision for the city centre, a new city space where the existing square is now, and also an economic master plan for the regeneration of the central area of Ижевsk. На данном этапе наша главная задача — это создать некое новое видение того, каким мы хотим видеть городской центр, создать некое новое городское пространство и также подготовить экономический мастер-план того, во сколько это все будет входиться. Okay, this is the site area. The red is the area of the actual landscape design, the new city square. But also the blue shows the general area that we will be considering and that we think is important, because the buildings around the square affect what is in the square and give a reason for you to go there. Здесь схема, собственно, той территории, на которой мы будем работать. Красным здесь выделяется непосредственно территория городской площади, а синим же выделяется более общая территория, которую мы тоже будем принимать во внимание, потому что те постройки, которые стоят рядом, они тоже имеют первостепенное значение в общей панораме и в том, зачем люди будут приходить на площадь. Okay. Our work will take part in 3 stages, and we are just at the very beginning of the first stage. Наша работа будет проходить в 3 этапа, и сейчас мы с вами только на пороге первого этапа. The first stage is analysis and our first concepts and our first ideas for what the site can become. Первый этап — это проведение анализа и работа неких наших первых идей, первых замыслов того, что можно сделать с территорией. During the second stage, we will create an outline concept or an outline design for the proposal, for both the landscape and the master plan. На второй стадии мы уже будем вырабатывать приблизительную концепцию как непосредственно ландшафта, так и экономического мастер-плана. And then we will do a final concept which puts together all the comments that we receive and all of the ideas into a final design. Затем мы уже разработаем финальную концепцию, в которой будут уточнены все ваши пожелания, все ваши мнения. So this is our overall program of work. I don't know if the mouse works. Here we are. We are just here. We are just here at the beginning of the program. Вот наша общая программа по срокам, и вот мы в самом начале этой программы. So over the next month and a half, we will be doing our analysis work and our first thoughts. В следующие 1,5 месяца мы будем проводить анализ, мы будем нарабатывать первые мысли. And we hope to return to, we will be back here, maybe for a similar meeting to this in November, where we will discuss with you our analysis, first thoughts, and all of the ideas and information we have received from the people here in Ижевsk. Дальше, в ноябре мы надеемся, что мы снова с вами встретимся уже на следующем этапе, когда мы принесем результаты своего анализа, результаты тех сведений, которые мы почерпнули из общения с ижевчанами. As I said, for us, it is very important what you think. Our technique of operation is not to say, you know, we are great designers from London, we think you should do this. We want you to be very involved in the process of the creation of the new space. Как я уже говорил, нам чрезвычайно важно ваше мнение. То, как мы работаем, то, как мы действуем, мы не приходим и стучим кулаком по столу и говорим, так, мы дизайнеры, мы крутые дизайнеры из Лондона, мы будем говорить вам, что вам нужно делать. Нам нужно услышать как можно больше ваших мнений. Okay, the next period is the concept design leading up to the Christmas and New Year holidays, where we will prepare our design proposals based on the information we receive and the discussions that we have had. And we will present those again in the new year. Следующий второй этап, он будет до Нового года у нас проходить. Это когда мы будем вырабатывать уже ориентировочный концепт, ориентировочный наш дизайн, и к Новому году его покажем. And then once we think we will take on comments again, and then the final design process will be towards the end of the winter, which will be January, February, when we will have the final design. Опять же, мы будем обсуждать с вами этот предварительный дизайн, мы учтем ваши комментарии, и уже финальный дизайн мы приготовим к концу зимы, примерно к январю-февралю. So right now, it's all open, and it's up to you. То есть сейчас все двери открыты, и все зависит от вас. Okay. This is the structure of our team. We have master planners, landscape, architecture, visualization. We also have an economic specialist called Knight Frank who will be joining us. And also a lighting design team called And Light. Вот структура нашей команды. У нас есть специалисты по изготовке мастер-планов, у нас есть специалисты по архитектуре, по ландшафту. Также мы будем сотрудничать с компанией Knight Frank, которая будет нас консультировать по экономическим вопросам, и с компанией Light, которая будет
который нам предоставит помощь по освещению. And we are working with the city authority, the engineers department, and also the community, which is you. Мы также сотрудничаем с городскими властями, с инженерами, ну и также с гражданами, то есть с вами. So, what I'd like to ask you now is some questions about your aspirations for what you want the city of Ижевск to be. Сейчас я хотел бы задать вам именно вопросы о том, какими лично вы хотели видеть ваш город. Okay, you know Ижевск much better than I do. Here are some things that you could say Ижевск is: population, size, density, these kind of things. Вы, конечно, знаете гораздо лучше меня свой город, и вот только ряд вещей, которые можно про этот город сказать по поводу населения, охвата и так далее. What we would like to know is what would you like Ижевск to be like in 20 years' time? Нам же интересно у вас узнать, каким вы хотите увидеть свой город через 20 лет. Here's some ideas. Helsinki. Helsinki is a fine, very refined city. The water comes right into the heart of the city, and there is a very active waterfront. A beautiful public square, historic buildings, and a very active commercial and diverse economic environment. Вот один из тройных примеров город Хельсинки. Хельсинки прекрасный город, исторический город, промышленный в том числе. В нем в самое сердце города приходит вода. Здесь очень живая, активная набережная, прекрасная городская площадь. It's also a very kind of European city, very high density. Также это очень европейский город с очень большой плотностью населения. Here is another example in Europe, Zaragoza in Spain, which is a similar population to Ижевск. This is a historic city with a very dense fabric of squares and streets, and has a lot of people coming in for tourism from all over Europe. Это тоже сравнимый город, это город Сарагоса, у него сравнимый с Ижевском население, это в Испании. Здесь тоже очень исторический город, здесь очень большая плотность населения и очень развитый туризм. Okay, this is a Baltimore in America, almost an identical population to Ижевск. And it was an industrial city with a lot of problems. And 15 years ago, there was a major regeneration in the city centre, which has led to a big economic development of all of the waterfront with parks and economic, you can see, kind of hotels and leisure complexes, cinemas, this kind of thing, which were developed there. Это город Балтимор в США с практически таким же населением, как и в Ижевске. И это тоже он тоже когда-то был промышленным городом, и именно может связан с этим проблем, но лет 15 назад он был полностью обновлен. Это привело к экономическому подъему, и, соответственно, точно так же были обновлены все панорамы на набережной, огромное количество каких-то парков, отелей. Как видите, очень все красиво. Okay, Rotterdam. Again, the same population as Ижевск. The biggest docks in Europe and a huge industrial zone that was unused and has now been reconstructed with new houses, new shops, new kind of office buildings and some pioneering architecture, world-famous architecture of Rotterdam. Город Роттердам, опять же, сравнимое население, тоже был промышленным городом, огромное количество построек промышленных, которые уже не использовались. Здесь самые большие верфи в Европе. Наконец, эти постройки были переработаны, были задействованы, что преобразило город. Interestingly, Washington DC has the same population as Ижевск. And this is a government city with big civic spaces. This is the capital of America, but Ижевск is also the capital of the Udmurt Republic. So what is the civic function of Ижевск? Что интересно, таким же сравнимой популяцией обладает и Вашингтон в США. Это такой же город, в нем есть огромные административные площадки, поскольку это все-таки столица страны, но также ведь и Ижевск это страница своего округа, и поэтому возникает вопрос, каково административное назначение города Ижевска. Okay, so there's Ижевск. What's the future? А вот Ижевск, каково же его будущее? Okay, I'm going to show you some examples of how city centres work and where is the focus of the city centre. А также я покажу вам модели того, где именно расположен бывает центр в городах, где основной центр притяжения. Sometimes the centre is not in the centre; it's off centre.
Бывает, что центр города не находится в географическом центре города, а где-нибудь рядом. Sometimes the centre is right in the middle. Бывает, что центр в центре. Sometimes the centre is complex. There are many centres. Бывает, что центров много. And sometimes there is a landmark, which is the focus of the centre of a town. А бывает, что центр сам образуется около какой-то достопримечательности в городе. In Venice, for example, the Plaza San Marco is a landmark space in the centre of the town. Например, в Венеции, в Италии, площадь Святого Марка является той самой достопримечательностью, которая так или иначе образовала центр города. Sometimes there can be a centre which is a park, and the park defines the centre of the town. Иногда же центром города служит парк. Парк является самой главной точкой. Okay, in some places, this is Annapolis in America, the centre is not the centre, it's off to one side. В некоторых местах, вот, например, Индианаполис, Америка, здесь центр совсем далеко не в географическом центре, а смещен крайне вправо. London, actually, people say, is a city of many centres, with many different mixes of uses. Places for families, places for civic interest, that's Buckingham Palace, places for people to work, that's in Canary Wharf, and shopping, all mixed on top of each other. So it's called a mixed-use city. Лондон же, как правило, считается городом со множеством центров, причем каждый центр имеет определенное назначение. Есть административный центр, есть центр для отдыха всей семьи, есть центр шопинга. Это называется городом со смешанными центрами. Okay, so we're going to have a look at some international spaces, and I think this is what we've done is we've done a comparison in size between the space in Ижевск and some other interesting and relevant spaces around the world. Сейчас мы посмотрим пример подобных территорий по всему миру. Мы попробовали сравнить масштабы Ижевской городской площади с аналогичными объектами в других странах. There's a few of these international examples, and I'd be very interested to hear which ones you like, which ones you don't like, and also which ones you think are suitable for here in Ижевск. Мы покажем вам пример аналогов из иностранного опыта, и нам очень интересно будет узнать, что вам понравится, что вам не понравится, какие идеи вы считаете, что прижились бы в Ижевске. Okay, so there is Ижевск from the air, and the red. If you can try and memorize the shape of the red line boundary, we're going to compare that with some other spaces to the same size. Итак, вот Ижевск с высоты птичьего полета. Может быть, вы запомните вот эту красную зону, которая отделяет Ижевскую площадь, потому что мы потом дальше будем сравнивать вот эту площадь с другими, налагать другие территории на нее. I'm sure most of you will have gone on Google Maps and browsed the aerial photos of Ижевск at some point. Думаю, когда-нибудь практически каждый заходил, скажем, в Google Maps и смотрел фотографии Ижевска с высоты птичьего полета. Looking for your mum's car or the dog or the neighbour or something like this in the photo. Искали, например, не знаю, машину мамы или собаку или еще чего-нибудь с спутником снято. But if you don't know it, I will just quickly show you. That is the main square at the top with the government building here. There is the central zone with the terraces, and there is the square in between the two cinemas. Но если вы не видели площадь с высоты птичьего полета, я напомню, что это самая верхняя площадка с Домом правительства, это средняя площадка, и внизу площадка между двумя кинотеатрами. Yeah, there is the bridge over the tramway. А вот мост через трамвайную линию. So that's the hard landscape square, and this is the terrace of steps and the trees. Здесь вот первая площадь, это такая площадь жесткого рельефа, а дальше уже идут ступеньки по направлению к монументу. Okay, so the first example is, or first two examples are in Italy. One in Rome, Piazza, very European squares. Следующие два примера очень европейских площадей, они в Риме. They are completely enclosed and surrounded by activity such as retail, shopping and leisure uses, and also famous buildings such as the church in Piazza Navona. Они очень закрытые пространства, они со всех сторон окружены, и там круглый год кипит жизнь и круглые сутки, потому что очень живые постройки, очень важные. The Campo di Fiori in Rome is also one of my favourite spaces in the world. It is a true 24-hour space. Кампо ди Фьори в Риме это один из моих личных самых любимых вообще пространств в мире. Это действительно такая площадь, которая функционирует 24 часа в сутки. At 5 o'clock in the morning there is a flower market. В 5 утра здесь открывается цветочный рынок. In the afternoon there is an art market. Затем в обед открывается рынок объектов искусства. There are shops and cafes all day.
Круглые сутки работают магазины и кафе. And in the evening there are concerts, classical music concerts. А вечером здесь проходят вечера классической музыки. And all of the infrastructure for this to happen is organized by the city authority. И вся инфраструктура, которая обслуживает эти режимы бытования, она вся управляется как раз городскими властями. So, for example, the market stalls and the concert equipment is taken up and put down by workers from the city authority to help them make it happen. То есть оборудование, скажем, для магазинов, оборудование для рыночка, оборудование для концертов, оно все собирается представителями, работниками городских властей. Certainly, Piazza Navona, in terms of scale, is not very, very different from Ижевск. Итак, площадь Пьяцца Навона с точки зрения площади не очень отличается от Ижевской площади. This is the Schoolplein in the centre of Rotterdam, which was regenerated about 10 years ago. Здесь в центре Роттердама площадь, которая была около 10 лет назад полностью обновлена. This was surrounded by buildings like cinemas and theatres, which were old, which were completely refurbished, with a new modern landscape design for the square. Она была окружена разными кинотеатрами, прочими строениями, но рано или поздно полностью было обновление. These are big sculptured arms which move. Это такие огромные механизмы, которые двигаются. Again, not very different from the top space of the square in Ижевск. Опять же, вполне напоминает верхнюю площадку площади города Ижевска. Okay, in Washington, the main central axis that goes from the White House down to the Lincoln Memorial is very long and very civic, a big grand space. В Вашингтоне аллея вот эта, она очень длинная, очень такая узкая, которая идет от Вашингтонского дворца к известному монументу. Double the size of Ижевск. Примерно в 2 раза больше, чем Ижевская площадь. This is an interesting one. This is a new park that was built in Paris about 10 years ago called Parc Citron, which is in the middle of a residential area, but it's a very contemporary design. Это очень интересный пример. Это парк Ситрон, который был 10 лет назад построен в Париже. Это парк в самой середине жилой зоны. Так или иначе, очень гармонично вписался. It's a mixture of a big hard square, hard landscape, and soft landscape, which is the grass and park area, for people to go and sit on. Это комбинация, с одной стороны, очень такого твердого рельефа, покрытия, и с другой стороны, просто травы, на которые можно просто посидеть. At the side of the square, there are a series of gardens, which each have a different theme. По сторонам этой площади существуют сады, которые каждый выполнен в своем особом стиле. And you can see the residential apartments looking onto them. И вы видите, что на них выходят в том числе и окна квартир. Obviously, to live here is a beautiful thing, to look out on such a landscape. То есть, если живешь здесь, то очень красиво и открывается вид у тебя буквально из окна. And there's the scale of that compared to Ижевск. А вот сравнительный масштаб по сравнению с Ижевском. So it's similar. То есть, в принципе, сравнимый. Okay, just one or two more. This is London has many parks developed by the Victorians. This is Victoria Park, but also there is Hyde Park, Regent's Park. You may know of some of these. Battersea Park. В Лондоне существует большое количество парков, построенных еще в викторианскую эру. Это вот Виктория Парк, возможно, кто знает здесь Regent's Парк, Hyde Парк. Это один из них. These are meant purely for recreation, for people to go and sit and play in the grass in the heart of the city. Они созданы чисто для досуга, для того, чтобы люди просто приходили, отдыхали, сидели на траве, занимались чем угодно. Yeah, they're a lot bigger than Ижевск. Конечно, больше, чем Ижевских площадь будет. Да. Yeah, and I think our sense was, well, you have these already to the north and other places around the city. Но, насколько мне известно, у вас уже есть парки к северу и еще в других местах в городе. But that doesn't mean that the principle of a park being for recreation is bad and something we could think about here. Это не значит, что здесь будет совсем неуместным тоже парк для чисто для досуга, и, возможно, его сюда включите сюда на площадь. Okay. The Ramblas in Barcelona is one of the world's most famous streets. I'm sorry. Ramblas. The Ramblas in Barcelona. Улица Рамблас в Барселоне – это одна из самых знаменитых улиц этого города. It's a long linear street that seems to go from one end of the city to the other. Это очень длинная линейная улица, которая как будто пересекает город с одного конца до другого. Along the city there is a market which changes during the day with flower stalls and various activities.
Also, in the night time, it changes again to become full of cafes and shops which are open later to the night. По всей длине находятся самые разные рыночки, торговли, которые по всей длине меняются, и также ночью улица тоже преображается и становится совсем другой. Okay. In terms of a linear space with squares and different events and activities along the route, I was quite surprised actually to find that it's very, very similar to the length of the space in Ижевск. И хоть она представляет из себя очень ровную четкую линию, я с удивлением обнаружил, что в принципе это сравнимо по площади и по структуре с Ижевской площадью. And I think it helps us think of it as one space with lots of events along the route. It's like a narrative or a story with different chapters. И она позволяет нам задуматься об этой площади как об единой улице, которая развивается по ходу, как будто это некая история, некий нарратив. Okay, well just one or so more. This is very interesting. This is Grand Park in Los Angeles. Это очень интересный пример. Это Гранд Парк в Лос-Анджелесе. Which is a space which is divided into a series of spaces. Это такое пространство, которое подразделяется на целый ряд других пространств. Around Grand Park, there are big civic buildings. It's very similar to Ижевск in many ways. There's the government buildings, the criminal courts, but there is also the theatre and the library and some cultural buildings. Эту площадь окружают большое количество административных зданий, чем это напоминает площадь Ижевска. Здесь, смотрите, здание правительства, здание суда, но также есть культурные здания, например, театр, библиотека. You have some major transport links going across the space. Само пространство пересекают большие транспортные линии. And what's interesting is the space is naturally divided into areas like this, which respond to the activities of the buildings next to them. И таким образом сама площадь, она, естественно, разделяется на такие подплощади, которые уже обретают каждая свой уникальный вид, уникальный стиль в соответствии с теми постройками, которые на ней находятся. So some of the spaces are hard landscaped with a very formal arrangement, and some of them are just gardens and parks. Где-то, например, твердый рельеф, покрытие с очень формальным таким стилем, а где-то парки, трава, деревья. And I think it shows how you can have a variety of different types of use in the same unified space. Это хороший пример того, как на едином месте, на единственной площади можно сочетать большое количество самых разных типов пространства. And that's the scale of it compared to Ижевск. А вот она по сравнению с Ижевской площадью. And it's very interesting because it's almost like there's the roots. You can almost see the different pieces of the Ижевsk square on the Los Angeles square. Здесь даже можно попробовать увидеть некие взаимоотношения, какие-то, может быть, кусочки вот этой вот Лос-Анджелесского парка попробовать перенести мысленно на Ижевскую площадь. So we'd like to know very much, shortly when we take questions, what do you like about these spaces? Which ones of these examples do you like, and which ones don't you like? Which ones do you think work here, and which ones don't? Когда мы будем задавать вам вопросы, для нас будет очень важно узнать, какие из показанных вам сейчас примеров вам понравились, какие, как вы считаете, опыты можно перенять сюда, и какие здесь приживутся. Okay. The last section of the presentation, we're going to talk about the actual site itself and look at some of the issues and complexities of what we could do here in Ижевск. В последней секции нашей презентации мы посмотрим непосредственно на территорию нам подведомственную, посмотрим на какие-нибудь проблемы, на ее особенности, на то, что можно с ней сделать. Okay. One of the biggest questions is how to deal with a steep site. It's on a big hill. The difference between the top and the bottom is 80 meters. 80. Один из интересных вопросов, то как будем справляться с крутостью склона, ведь здесь очень большие перепады высоты, и разница между самой высокой точкой и самой низкой составляет 80 метров. If you imagine that, that's a residential building of approximately 25 or 30 stories. Это же примерно сравнимо с домом 25-30 этажным. Okay, steps are good. Steps are interesting. You can do an interesting design for steps. We can create seating for steps. Steps with seats and places to stop is a great thing. Хороший вариант справления с этой проблемой — это, безусловно, лестницы. Это достаточно такой весьма успешный вариант. В том числе можно включить туда и места, на которых можно просто посидеть. One of the problems with steps, though, as you know, is access for disabled people, for families with pushchairs, for bicycles, unless you're a stunt bicycle, but for normal people on bicycles, it's difficult.
Как вы понимаете, с лестницами такая проблема, что они достаточно малодоступны для, например, людей-инвалидов на колясках, мам с колясками, велосипедистов, если вы, конечно, не велосипедист-экстремал, но если вы, там, скажем, в годах и на велосипеде, то по лестнице не очень. We want to create a design that's very inclusive, so everybody can use it, so ramps are a good idea. The problem is, for such a big height difference, the ramps would be so long. Хорошее решение – это создание пандусов для того, чтобы пространство было такое, которое доступно для всех. Проблема в том, что когда очень большая площадь, то и непосредственно пандусы будут очень длинными. Are there creative ways we can look at ramps with curves and routes? Хотя существуют возможности их очень творчески устроить так, чтобы это были такие изогнутые, интересные пандусовые тропиночки. Could we use mechanical lifts? I mean, they work, they're a very good idea, but they have a cost and the maintenance implication. Можно использовать и механические лифты, их используют в том числе и на свежем воздухе, но здесь проблемы, безусловно, с ценой и с тем, чтобы поддерживать состояние. There's also a problem with vandalism. Также и с вандалами проблема. But in many cities around the world, these are used in public spaces very successfully. Но во множестве городов по всему миру достаточно успешно применяются в общественных местах, общественных пространствах такие вот лифты. London has got a brand new cable car over the Thames, and we love it. We think it's a lot of fun. That's one idea, along with a vernacular railway, very commonly used in Europe, where a city is steep. В Лондоне, например, недавно появился фуникулер, мы все его просто обожаем. В том числе есть хороший вариант, это такие надвесные справа паровозики, которые помогают справиться с очень крутыми склонами. I mean, someone said that a cable car going from the square across the lake to the beach at the far side of the lake would be a great idea. It's a wonderful idea. We need to think about how do we fund it, how does it get built, what are the cost implications. И многие считают, что какой-нибудь фуникулер через пруд был бы весьма хорошей идеей, и наша задача тоже обдумать то, как это можно было воплотить. Okay, mechanical platforms are used in crazy situations. This is in Austria, in the mountains, and this still works in the middle of winter. В экстремальных ситуациях могут применяться в том числе и двигающиеся платформы. Вот, например, Австрия в горах. Здесь движется платформа вверх и вниз по горам. Okay, we think bridges are great. We think the bridge here is structurally, is fine, but it looks terrible. So what are the opportunities to create maybe a new bridge over the tramway? Мы очень любим в том числе и мосты. Мы считаем, что мост, который мы видим здесь, он структурно совершенно прекрасен, но он очень нехорош на вид. И наша задача тоже подумать, как его облагородить, сделать такой красивый мост. How does the terracing and the gardens work? Either the gardens can be very formal, or they could be very natural, but a series of terraced gardens down the side of the hill. Также можно по склонам холма устроить ряд таких террас из садов. Это может быть очень формальные сады, это могут быть абсолютно такие естественно растущие сады. Это тоже один из вариантов справления с ситуацией. What kind of landscape do you want? Do you prefer a formal landscape or do you prefer a natural landscape? Если вопрос вам, какой вам больше нравится ландшафт, вам больше нравится формальный, твердый, либо вам нравится естественный ландшафт? Of course, we realize palm trees would not be a great idea in Ижевsk. Конечно, мы понимаем, что пальмы в Ижевске не сильно уместная идея. Water is a big issue, water fountains. At the moment you have a big water fountain which is good in the summer months, for 3 or 4 months in the summer, and then the rest of the year it can't be used. Очень важный вопрос – это вода. Сейчас у вас есть фонтан, и у вас есть очень красивый фонтан, который прекрасен тогда, когда он работает 3-4 месяца, а все остальное время он не применяется никак. So what do you think about water features? They're fun, but are they practical? Поэтому что вы думаете о воде и о том, как ее применять вы? Это, конечно, замечательно, но насколько это практично, как это может применяться? Okay, we think there may be opportunities to really play with the landscape and create some interesting contemporary designs using the earth. Существуют, конечно, возможности устроить какие-то совсем современные дизайны с достаточно радикальной переделкой рельефа. And maybe to use the slope for leisure, sports activities. Также крутые спуски могут использоваться и для досуга, и для спорта. We saw plenty of bicycles having fun down the slope this afternoon. Мы только сегодня ходили по площади и видели, как множество велосипедов с удовольствием спускаются вниз по вашим таким образованиям. Is this a good thing or not? If people are going to do it, should we try and embrace it and control it, or do we ban it?
Question. Нужно ли это делать? Будут ли люди этим заниматься? Стоит ли это поощрять? Может быть, стоит это не поощрять? Может быть, стоит, наоборот, это облегчать? Это тоже такие вопросы к вам. Can we use the way we sculpt the landform to integrate buildings? This is a design with a museum and cafes built under the ground into the landscape. В склоны рельефа, более того, можно инкорпорировать целые здания. Например, здесь в склон, в разницу между разными высотами был инкорпорирован целый музей. And you can see the top of the slope is a very contemporary garden of flowers, but a contemporary design. Как видите, что верхняя часть этого склона это очень современный такой дизайн с садиками. So what do you like about the existing space? Следующий вопрос, что вам нравится из того, что уже есть? A big question is what do we do with the modern buildings? Which ones do we like? Which ones do we not like? The residential, we were having a discussion about the residential flats today. I mean, for example, these could be really, really beautiful flats. They're in a great location. They all have amazing views. But at the moment, they don't look great. So what could we do to improve these flats? Один из больших вопросов это что мы будем делать с современными, с новоделом, с новыми зданиями большими, но также, конечно, и в том числе сегодня мы обсуждали, что, например, нужно делать с этими 4 жилыми домами, которые вот в середине на картинке, потому что это очень красивые квартиры потенциально, они в очень хорошем месте, у них очень хороший вид, но они пока не очень хорошо выглядят, и главный вопрос, как их облагородить. What's the future of this building, which is the Republic Theatre? At the moment it's very busy during the winter season, and then in the summer season it's not used too much. There's a reconstruction going on at the moment to improve it, but could it be something even better? Следующий вопрос, какой, например, будет будущее за зданием балета, вот внизу, то есть за зданием театра. Например, зимой оно достаточно популярно, летом в него ходит очень мало кто, сейчас я знаю, что оно на реконструкции. Можно ли сделать его еще более эффективным? We love creative ideas for the old buildings, like the water tower, which is a climbing centre. That's a great use of a historic building. Нам очень нравится, когда каким-нибудь старым зданием находит новое применение, например, ваша водонапорная башня, которая внутри используется в качестве такого приспособления для альпинизма, это очень нам понравилось. But how extreme? This is in the Schoenbergplein in Rotterdam. This is the old cinema, which was given a completely new exterior. Вопрос также, насколько радикальные перемены мы хотим. То есть вот, например, вот пример кинотеатра в Роттердаме, который был полностью, фасад его полностью был переработан. So underneath here is the old building, and on top of it is a completely new cladding with projection and lights, and a very exciting building. То есть под этим фасадом все тоже старое здание, но был создан абсолютно новый фронтон, то есть тут тебе и проекции, и какие-то такие дизайнерские решения совсем неожиданные. We think parking is a big problem in the site because it's very difficult for the city to manage the parking arrangement of people who come to festivals and events and to use the different activities at the square. Мы считаем, что на территории очень большую проблему представляет парковка, поскольку, когда, например, на большие мероприятия съезжается много людей, город не справляется с тем, чтобы правильно управлять парковочными местами, поэтому с этим тоже нужно что-то делать. We think there is a lot of land which is wasted because it's just used for parking cars, huge areas. Мы считаем, что на площади очень много территорий, которые попросту тратятся просто на парковку, и их можно было бы освободить. We would like to say that if you to build a few multi-story car parks would release land, some of this land, to think about development or for other new activities. Поэтому одно из наших предложений – это построить очень такую большую многоэтажную парковку, и благодаря этому очень много земли сразу освободилось, в том числе под новые проекты, под облагорожение площади. This is an example of a brand new car park in Germany. Вот вам пример очень совсем новой немецкой парковки многоэтажной. Okay, what do you think of everybody loves the cathedral. We also quite like some of the other old buildings, and we wonder what they could be like if they were reconstructed and improved. Все, понятное дело, очень любят собор, любим очень соборы мы, но также нам очень нравится и ряд других старых зданий, и нам интересно, какими они могли бы стать, как бы они могли преобразиться, если бы что-нибудь с ними сделать, как-нибудь их обновить. Which of them are important to you? Какие из этих зданий для вас лично важны? Okay, and finally, what's missing from the city centre? И, наконец, чего вам в городском центре не хватает? Okay, what are the economic opportunities for cafes, shops, offices, tourism? What's the potential for growth here in the city? Where are the economic
change is going to happen. Каков экономический потенциал города? Каковы экономические возможности для туризма, кафе, ресторанов, магазинов, бизнеса и так далее? Okay. How can we make the centre more financially viable? Do we need more offices, more residential, more retail, more shops? А как можем заставить наш центр приносить больше прибыли? Может быть, нам нужно больше офисов, может быть, больше магазинов, больше бизнеса и так далее? Okay, this was a square in Manchester where the city authority sold a piece of land which was here to build an office block which is here. The sale of the land paid for the redevelopment of this square. Вот пример в площади в Манчестере, когда городские власти продали вот кусок земли, на котором стоит вот это красное здание. И это красное здание было построено, но денег от продажи хватило в том числе и на облагорожение всей вот этой площади, на всю вот эту застройку новую. And it's an example how you can improve the density of a space and also help the city raise capital for the improvement of the landscape. Это пример того, как можно и одновременно облагородить пространство и, с другой стороны, собрать какие-то средства, освободить средства для того, чтобы еще лучше что-нибудь сделать. Okay, what kind of activities do we want on the streets? There's lots of examples and ideas. This took place in London over the summer. There were chessboards put around the city, and everyone could go and play chess. Следующий вопрос, какой вы хотите видеть городскую жизнь? Вот ряд примеров со всего мира. Вот, например, шахматы в Лондоне были поставлены этим летом по всему Лондону, и люди играли в шахматы с удовольствием. Community events and activities. Мероприятия культурно-массовые в том числе. Okay, sports and leisure activities, like you've got rock climbing already, but cafes and maybe other engagement with the water. Также спортивные мероприятия, досуговые, у вас уже вот есть лазание по башне, но может быть и что-то связанное с водой, еще что-нибудь. Can we sit on the grass? Будем ли мы садиться на траву? Quite controversial in Russia, I know. Я знаю, вопрос достаточно такой в России противоречивый. A lot of parks in Russia we can't sit on the grass, right? Есть огромное количество парков в России, где на траве особо не рассидишься. But do we actually want to think about a landscape where we can go and sit, and especially in the summer, just go and sit and enjoy ourselves in nature? Но дерзнем ли мы сделать какой-нибудь такой ландшафт, где можно просто посидеть на ветру, прийти и просто посидеть на траве? Or do we have to create chairs that we can sit on out of grass? Или, может быть, мы даже сделаем специальные сиденья из травы, где можно просто посидеть. How can we make the space all year round? We think this is very, very important. It must respond to the Russian climate. Как нам заставить это пространство работать круглый год? Я считаю, что это очень важный вопрос в России с ее специфическим климатом. We think it's essential that the design of the space provides protection from the wind, the cold, the rain, the snow in the winter months. Мы считаем очень важным устроить пространство так, чтобы были какие-нибудь средства, которые предохраняют это пространство от ветра, снега в холодные месяцы. And also in the winter, the lighting is very important. Также зимой очень важно правильное освещение. But you know, this is not new in Russia generally. This is in St. Petersburg, which is an outdoor cafe, a cafe with an outdoor area that in the summer is open, and in the winter it's closed, surrounded by glass. В России уже применяются такие интересные кафе, как, например, вот это вот в Петербурге, которое зимой оно скрывается за стекло, а летом оно раскрывается и просто выносятся столики на открытое пространство. Certainly the idea of outdoor seating is not just European, where it's hot, it's done in Russia too. Так что вот этот вопрос размещения людей, рассаживания людей, в том числе на улице, на открытом воздухе, это тоже не чисто европейская такая практика, в России это тоже есть. A great environment for lighting at night. This is one of our schemes in the south of England. Очень важным элементом среды может быть ночное освещение. Вот это наша схема на юге Англии такого освещения. It's a PRP scheme in England, and it's one of spectacle and entertainment. Это и спектакль, и развлечение. And also, lastly, I think cycling as an issue, transport. We understand that Ижевsk wants to promote cycling very much. This is something that is changing right across cities in Europe, and we want Ижевsk to be very much part of that.
Также очень важным вопросом является велосипедный спорт, велосипедный транспорт. Насколько нам известно, уже достаточно сильно продвигается велосипедный транспорт. Та же самая тенденция происходит в Европе, и мы бы очень хотели, чтобы и пространство городской площади тоже было в этой тенденции. So we think there should be cycle routes, places for cycle parking, maybe even cycle cafes, things like this. Мы считаем, что должны быть велосипедные дорожки, места для парковки велосипедов, может быть, даже специальные кафешки для велосипедистов. And we would ask you, almost, where should they go? И мы спросим вас, где это все должно находиться. So that's it. We're very excited about the future for Ижевsk, the potential for the city, and I think what we'd like to do now is have a conversation with you really about what are the opportunities, what could be done, and what you think are the most important priorities, or any ideas you'd like to suggest. Ну вот, наверное, и все. Мы с нетерпением ждем увидеть, каким будет будущее города Ижевска. И сейчас для нас самое главное — это собрать как можно больше ваших мнений по поводу того, что вам понравилось, что вам не понравилось. Просто любые какие угодно пожелания, какие вам придут в голову. Thank you very much. Большое вам спасибо. Владимир Геннадьевич, архитектор, практикующий. Мне хотелось бы по поводу этого выступления сказать следующее. Конечно, было очень интересно, спасибо, сравнить, скажем, по размеру нашу площадь с крупными городами Европы, мира. Это было очень интересно. Но мне хочется как бы поучаствовать, и я прошу отнестись к моему выступлению как к добродушному выступлению. Мы хотим, чтобы здесь был все-таки результат определенный достигнут. Конечно, что бы хотелось, как не только архитектору, который занимается в Удмуртии и вообще в других городах, хотелось бы видеть нашу площадь совершенно не похожие на те площади, которые были показаны, чтобы та архитектура и те решения, которые были использованы в городах, в крупнейших городах Европы и мира, никак не отразились на нашей площади. Никак. Вот эта вот архитектура, международная архитектура, вот, не хотелось бы, чтобы сказалось на нашей архитектуре площади. Не понравился контур, который был взят в рассмотрение. Вот можно его показать, этот контур? Я считаю это глобальной ошибкой. Потому что дальше пошло сравнение с каменными мешками других городов Европы и мира. Неправильное сравнение совершенно. Из рассмотрения исключен крупнейший природный объект, это наш пруд, Ижевский пруд. Ижевский пруд никак не повлиял на границы этой территории. Духовный центр, который расположен совершенно рядом, вот здесь. Нет, это не то. Вот здесь у нас есть карта, собственно говоря, если вы обратите внимание. Вот этот вот Рамблас, вот он, наш Ижевский Рамблас, это набережная пруда. Он никак не участвует в рассмотрении и влиянии его на этот центр. Духовный центр, Свято-Михайловский собор, я бы сказал, комплекс Свято-Михайловского собора никак не повлиял на решение этого центра. То есть он был исключен из рассмотрения. У нас есть памятники архитектуры, здесь памятники архитектуры, ни слова мы не услышали, и как эта архитектура, новая архитектура повлияет на эту окружающую, ну не окружающую, а просто на эти локальные объекты. Это наш арсенал, Свято-Михайловский собор. Здесь есть отдельный локальный объект, водонапорные башни декоративные, которые сохранилась. Вы знаете, что музей, архитектор Фомин, когда проектировал музей Калашникова, он сделал диагонально разбил его не случайно, не просто для красоты, он просто сориентировал ее на один из памятников архитектуры, который там находится. Ну и так далее. Я думаю, что неправильно, что площади рассматривались тех городов мировых Европы,
и России, которые не имеют зиму, и снег. Мы рассматривали летний вариант этой площади. Наверное, нужно было взять площади Скандинавии, других северных стран, где есть зима и лето. Исландии, в конце концов. Вы понимаете, что там есть лето и зима. Хорошо, мы увидели выступление, как это будет летом, а как это будет зимой. И какие у нас шахматы могут быть зимой. А что на этом месте, где мы поиграли летом в шахматы, а что будет на этом месте зимой? Мы это не услышали. То есть вот, пожалуй, основное, глобально. Вот я думаю, что нужно далее все-таки рассмотреть эту площадь именно в условиях зимы и лета, первое. Нужно нанести эти объекты влияния. Это набережная пруда, крупный экологический объект, который, безусловно, повлияет на эту площадь. Нужно ее открыть к этому, но это уже не мое, это дело автора, как он это все решит и как это он все предложит. Ну и также нанести вот эти вот крупные объекты, которые, я говорил, духовный центр, памятники архитектуры. И только потом, наверное, можно подхватить эту идею, высказывать свое мнение именно на этом фундаменте, а не тот, который был представлен сейчас. Спасибо. Можно я отвечу на ваш вопрос? Да, конечно. И У на ваше меня не был вопрос, у беспокойство. меня было сугубо личное мнение. Так. На ваше беспокойство. То есть, может быть, здесь, конечно, не было озвучено, но вот в этой схеме именно показано. То есть, все-таки задачами работы ставится не просто запроектировать вот это вот красное пятно, а учесть весь существующий контекст центральной части города, и в том числе исторический. То есть, в том числе будет учитываться и собор, и существование набережной, и то, что она у нас реконструируется, и все объекты, которые есть на набережной. То есть, все объекты, которые находятся в зоне пешей доступности от центральной площади, они также будут учитываться контекстом при проектировании вот непосредственно вот этого красного пятна. То есть вот те опасения, которые сейчас высказал Владимир Геннадьевич, то есть мы все это учитываем, но все равно вам спасибо за замечание, потому что, видимо, этого не прозвучало. То есть так как мы уже разговариваем о центральной площади и о предстоящей работе достаточно долго, может быть, где-то у нас замылилось уже восприятие, что мы говорили, а что не говорили, то есть уже какие-то вещи много раз проговорены, поэтому не учли. Спасибо. Спасибо. Коллеги, надеюсь, у нас возьми. Да, конечно. I think interesting, thank you for the comments. Interestingly, I mean, I think we started our presentation with Finland, right, and a picture of Helsinki. And Helsinki has a very, very similar kind of latitude to here, and they have many of the same climatic problems. I think what's interesting about Helsinki is that the streets there are very dense. There is a very small network of streets. Да, в первую очередь большое спасибо за этот комментарий. И я хотел бы также обратить внимание, что мы же начали свою презентацию с города Хельсинки, а Хельсинки они находятся на вполне сравнимой широте с городом Ижевском, и там еще есть такая особенность, состоящая в том, что там очень-очень узкие улочки. Helsinki deals with the issue of the cold and the winter by making sure the spaces around the square, in its central square, are a lot tighter and a lot smaller, so that there is less wind and there is less weather for the people walking around. То есть в Хельсинки вопрос очень низких температур зимой он решается таким образом, что они делают свои улицы как можно меньше, для того, чтобы было как можно меньше ветра, чтобы было как можно компактнее, таким образом защищаться от холодной температуры. And also Helsinki, in the historic buildings of Helsinki, a lot like St. Petersburg, there are colonnades. Также в исторических постройках Хельсинки, также как в Петербурге, существуют колоннады. And this is historically a very useful device simply for protecting people around the edge of a square from the weather. It's not new. Исторически всегда это было очень эффективным средством защиты людей, вот, которые находятся по краям вот этого большого открытого пространства от ветрености. I think there was one other thing I just wanted to mention. I won't go on at length now, but about the nature and the relationship between this square and nature. And we didn't really talk about it in the presentation.
Также один из вопросов, который я сейчас хочу бегло коснуться, это природа, взаимоотношения площади с природой, которая в презентации не была включена. I don't know if you can see this plan here, Не but знаю, видите ли вам хорошо здесь план под калькой. this is kind of the edge of the lake on this side here. Вот с этой стороны у нас край пруда, This is the government building at the other end. вот с другой стороны здание правительства. Somewhere here is the eternal flame. Где-то здесь, вот в этой стороне, вечный огонь. Okay. Our view of how the whole space works, very much, it's where this space is where the best natural feature of Ижевск, the lake and nature, comes right into the heart of the city. И наше видение того, как здесь вот это все взаимодействует, это мы видим, что слева вот этот природный элемент, он как бы входит вправо, вклиниваясь, то есть природа как бы вторгается в чисто городскую среду. So when you are stood on the bridge over the tramway here, there is this incredible view right out to the lake. То есть если смотреть, например, встать на мосту через трамвайную линию, то открывается совершенно потрясающий вид прямо на пруд. And I think in terms of nature, one of the primary concepts for organising the space, I think bringing nature in to the sites is a kind of a primary driver which kind of links the space. It's how to bring nature, the lake, the views, the forest in the distance, right into the heart of the scheme, into the centre of the city. И одним из наших самых главных вопросов будет попытаться как-то привнести вот эту вот, привести природу поближе ее перетянуть к всяческим вот историческим зданиям в самом сердце этой площади. Потому что именно так будет обеспечиваться связь и некая гармоничность всей площади через природу. Дорогие друзья, еще вопросы имеются у нас в нашей аудитории? Еще кто-нибудь хочет высказаться или на этом Алексей Батурин, да, пожалуйста. На мой взгляд, важно. Первое – это, собственно говоря, необходимость многофункциональности этого пространства. Ну, коль скоро как бы задан этот вопрос, гигантское пространство центральной площади города просто обязано быть многофункциональным. Это первая мысль. А вторая мысль, она может быть крамольная, но мне кажется, ее нужно учитывать. Значит, все площади, которые мы посмотрели, большинство из них являются и туристическими местами, привлекательными для туристов, и туристов много. Вот я склонен полагать, что центральная площадь города Ижевска – это пространство скорее внутреннее. Оно для внутреннего использования горожанами, потому что туристов у нас нет, и предполагаю, что в ближайшее время как бы такого масштабного, как в Риме, наплыва туристов у нас не произойдет. Вот с чем хотел поделиться. Спасибо. Будут комментарии какие-то? I think, you know, in Baltimore, they said exactly the same thing. 15 years ago, Baltimore was an industrial city, a lot of industrial decay, and now it's completely different. Я понимаю, что вы говорите, но вот, например, в городе Балтиморе говорили ровно то же, что и вы, о туристическом потоке лет 15 назад, когда он был промышленным городом, и все вот это промышленные проблемы, промышленное запустение, оно там очень пышно расцвело. I mean, I think it's a step-by-step process. I'm not saying we're going to get international tourists from all over the world to come to Ижевск next week. But I think there is no reason where people from the Udmurt Republic first can come here, and also from Russia. Why not? Я считаю, что привлечение туристов, если этим заниматься, то это такой процесс весьма постепенный. То есть я не говорю, что к вам уже будут люди из Японии, например, приезжать посмотреть на площадь уже через неделю, но, например, сначала, может быть, все больше и больше будет подтягиваться людей из Удмуртии, потом, может быть, из России посмотреть на вашу площадь, и уже затем все дальше и дальше. But I think tourists come second. The first is to create a space which is for the people of Ижевск to really enjoy and be proud of. And then they will tell their friends and family from around Udmurt who will then come and see it, right? And that's how it works. Но вы правы, безусловно, в том, что туристы это дело на самом деле второе по сравнению с тем, чтобы создать пространство, которое очень полезно и приятно, и
пространство, которое будет очень нравиться самим горожанам, и уж эти горожане не замедлят в свою очередь там своим родственникам еще кому-нибудь позвонить, сказать, какая у нас замечательная площадь, и уже таким образом, возможно, эти люди приедут. Друзья, еще вопросы и суждения? Есть? Да, конечно. У нас традиционно, я не думаю, что это изменится, но вот как раз площадь перед Домом правительства, вот эта большая площадь, и рядом с колонной, мы называем их лыжи, ну все знают, они, как правило, используются для больших рок-концертов, для выступлений, не обязательно рок-концертов. То есть массовых, они там привозные артисты, то есть возможно, что это тоже нужно учитывать просто, и все. Да, конечно. Еще такой момент, чисто от себя добавить. На мой взгляд, все-таки у нас пешеходный центр города, где люди гуляют, он ограничен квадратом улицы Кирова, Удмуртская, Советская. То есть чуть-чуть побольше, чем синяя территория, которую вот вы взяли для проектирования. И ввиду особенности площади, то, что она выходит как раз на пруд, и этот красивый вид зимой и осенью оттуда очень холодно дует. То есть именно если делать какой-то вот центр круглогодичный, то есть надо обязательно учитывать в зимнее время какая-то должна быть дополнительная тепловая, я не знаю, защита, завеса, ограждение или что-то, что будет защищать от холодного ветра от пруда. Да. Я уже в Фейсбуке даже 3 картинки выставил. В общем, в Ижевске не раскрыта тема горок вообще в Удмуртии. А это и качели с огромных обрывов. Раньше и в деревнях люди любили. Ну, так как вы знаете, у нас город на 7 холмах. И единственное, наверное, развлечение, которое всем нравится с детства, это вот как-то использование этих горок. Конечно, это качели и... нет, подождите, конечно, это катание с горы и качели, которые... Высокие качели, и так качаешься, и кажется, что... Ну, это то, что фуникулер, наверное, хорошая идея, мне нравится. Ну, и такая помельче, это качели. Вот. Мне кажется, что если там будут... Ну, мне с детства даже, когда я там ходил с мамой, очень нравилось представить, что я качусь от монумента и там еще выше и вниз. В общем, какая-то бобслейная трасса или еще что-то. Бобслейную трассу Александра Хаевского, он даже рисунок запостил у нас в группе в Фейсбуке, поэтому можете полюбоваться. Есть ли еще желающие высказаться? Вот, да, конечно. Да. Добрый день. Эспланада, как мы ее называем, это центральная площадь. А эспланада, значит, большая площадь перед зданием. Имеет свою историю, и один из амбициозных проектов советского градостроительства, который, по сути, не был реализован до конца. То есть потенциал заложен действительно огромный. То есть это и своеобразие ландшафта, это и просто сам физический масштаб этого объекта. И по сути основа-то уже этого места, она сложилась. То есть это, как мы называем, каскад площадей, начиная от Арсенальной, каскад площадей, спускающийся к улице Карла Маркса, и потом постепенно непосредственно к набережной пруда. И, конечно, это пространство надо рассматривать как единое целое, но, возможно, что-то надо проработать чисто схематично, некая такая программа максимум или какая-то сказка, там, мечта для будущих развития вот этого места. Ну, а что-то более подробно, вот в моем представлении. То есть сейчас, вот при том, что планировочно структура сложилась, то есть вот эти бассейны, перепады, уровни, площадки видовые, их, мне кажется, надо еще подхватить, но сформировать пространство. То есть сформировать пространство. Скажем, верхняя площадь у Дома правительства, театр, гостиница. Ну, в принципе, вот
3 высотных здания, реконструкция дома правительства, точка асимметричная, сбивающая вот эту ось. Еще 2 башни на месте кафе и около гостиницы. Активное освоение подземного пространства вот всей этой территории с возможным прохождением, это еще из старых советских идей города Ижевска, из идей архитекторов. И вот здесь прозвучало некий такой прием пилонов, аркад, то есть в принципе фиксирование вот каждых этих террас какими-то прозрачными объектами, то есть все это формирует, ограничивает пространство при том, что сохраняет вот эту сквозную линию, то есть мы видим далее точно так же, как последняя терраса, условно говоря, вот аркада, видовая площадка на мосту улицы Карла Маркса. И ну, эта тема, она, собственно, присутствует в фасадах театра. То есть там вот эти пилоны, то есть что-то такое уже, ну так, интуитивно намечено. Ну и, собственно, ну это вот из таких крупных каких-то ходов. Я просто прослушал начало, меня вызвали в коридор, и я не слышал, так сказать, вообще на какой масштаб вы замахиваетесь. Поэтому я говорю о чем-то таком крупномасштабном, но как бы прийти вот к этой, сделать фрагменты, рассматривая все-таки дальние перспективы развития этой территории, было бы, наверное, правильно. Ну и по сути, вот одно из нереализованных достоинств вообще города Ижевска и этого места в частности, это плоскостное как бы освоение вот этих территорий. То есть надо, мне кажется, надо активнее уходить в это подземелье. По сути, даже в истории этого города есть, как бы, светлое божественное и уграфинское, так сказать, подземное. Ну, то есть вот эти сказки, которые слои, смыслы, вот, мне кажется, о них полезно было бы размышлять. Размышлять и реализовывать уже в каких-то идеях, рисунках. Ну вот, как бы, в 2 словах. Итак, мне бы хотелось, чтобы из дизайн-сообщества города Ижевска кто-то задал вопросы. Может быть, Екатерина Иванчей. Марат Амарей всегда имеет свое мнение, я знаю точно. Так, кто-нибудь из дизайнеров желает высказаться? Так, хорошо. Друзья, есть ли еще какие-то вопросы или суждения по отношению к нашим коллегам? А у меня есть такой вопрос еще. В процессе разработки проекта вы говорите, что хотите учитывать мнение жителей города. Как вы планируете это делать? То есть это какой-то портал, куда заходить, оставлять свои мнения, потому что здесь сегодня присутствующий это не весь город. То есть у людей есть мнение, которое они должны иметь возможность это высказать. Я думаю, Мария ответит, или я. Ну давай, Мария, а я дополню потом. Каким образом будет учитываться мнение всех горожан за счет каких технологий? Ну, то есть вот с сегодняшнего мероприятия мы делаем этот процесс максимально открытым. То есть всю, наверное, информацию, которая будет новой появляться, мы продумаем механизмы, как это выкладывать в публичный доступ. То есть, опять же, через соцсети, на страничке Арго мы можем это делать. То есть мы в живом режиме работаем в течение всего этого времени, то есть предстоящие 4-5 месяцев. И могут быть отдельные встречи с обсуждениями тех или иных проблем или предложений. Вот. И в конце ноября месяца, когда компания PRP приедет уже с какими-то конкретными предложениями, видениями,
Центральной площади, то есть будут организованы круглые столы, также вот публичные обсуждения, то есть обо всем об этом тоже будет в каких-либо информационных потоках сказано, и также приглашены люди, вот как сегодня. То есть, ну вот на сегодняшнее мероприятие мы достаточно за небольшой срок всех оповещали, но я считаю, что достаточное количество людей пришло, за что всем спасибо. Ну и в дальнейшем мы ждем вашего активного участия вот в нашем открытом процессе. То есть нашим специалистам очень интересно услышать от непосредственных потребителей этого пространства, от тех людей, которые сейчас живут, чего бы вам хотелось. То есть, может быть, даже абсолютно сумасшедшие идеи, но их можно бы было как-то учесть, трансформировать во что-то более реальное. То есть, добро пожаловать в открытый процесс. Maria, will there be an email address on the website that people can send comments and suggestions? Саймон предлагает, то есть, выложить свои контакты, email адрес, да, на который они тоже с радостью готовы принять какие-то комментарии, какие-то пожелания. То есть мы также это в публичный доступ выложим, то есть дополнительно обговорим с Саймоном, ну вот они, в общем-то, заинтересованы. Я немножко дополню, да, наверное, мы будем активно взаимодействовать с сообществами. Все знают ижевский сайт ИГИС. И я предполагаю, что на сайте ИГИС будет такая возможность, было бы классно, если бы. Да? Там достаточно подробная карта Центральной площади Ижевска, и можно будет поставить меточку и написать, что бы вам хотелось именно в этом месте. Такие переговоры с ИГИС у нас, в принципе, уже есть, они готовы эту возможность реализовать. Живое обсуждение проекта, безусловно, в социальных сетях в группе Арго будет происходить, в Фейсбуке. И я думаю, что если есть какие-то вопросы, всегда можно звонить мне. Я буду в курсе вопроса 47 9997 Никита Ананичев. И Ананичев Яху, мой e-mail, я его напишу, и я постараюсь оперативно на все вопросы отвечать. Это на данном этапе. Надеюсь, может быть, действительно отдельный сайт нам компания ЦВТ или компания Пиком. Мы сейчас тут все помолимся о них, и они организуют нам специальную какую-то более независимую платформу для обсуждения этой реальности. Еще вопрос? Добрый день, Саймон, спасибо за презентацию. Тимур Бифанов, программист. Мне все, что беспокоит в Центральной площади, то, что она для меня сейчас это пустое пространство, которое предполагает одно направление движения, сверху вниз. Поэтому мне очень понравился последний ваш пример площади из Лос-Анджелеса, которая разбивает ее на небольшие парки, которые связывают ее горизонтально, в противоположном направлении. Это из того, что понравилось. Понравилась идея с паркингом, потому что это позволит привлекать больше людей, в том числе и на площадь, она станет более доступной для людей. Замечательная сказочная история с фуникулером. И еще меня волнует вопрос, естественно, зимы, потому что летом все гораздо проще делать. Какие существуют способы, кроме колоннад и маленьких улиц, и с сохранением какого-то плоского участка защитить его хотя бы от ветра? Потому что ветер он более неприятен, может быть, даже, чем холод. Вот. И последнее, что хочу сказать, было бы замечательно, если бы были велосипедные дорожки, которые бы позволили увеличить связность для велосипедов по городу. Все, спасибо. Спасибо большое за суждение. Я вот здесь написал контактный телефон Арго и свой e-mail, можете все его записать. И еще было суждение или вопрос? У нашей центральной площади есть специфика. Это, получается, два центра, и городской, и республиканский. Вот этот фактор надо тоже будет учитывать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Допустим, для примера можно привести певчее поле в Таллине. То есть есть возможность устройства, вот, о чем говорилось как раз, то, что проходят концерты,
то в этом случае можно будет использовать вот наш рельеф, ну, гораздо глубже, может быть, и зайти, и тем не менее использовать вот возможности для того, чтобы проходили какие-то концерты, а тем самым будут какие-то писаться, ну, спектакли там или будут концерты будут проходить. Вот. И вот почему я заговорил о певчем поле именно в Эстонии, потому что каким-то образом, вот Сергей здесь уже затронул вопрос, это вопрос, касающийся нашего национального быта. То есть мы живем в Удмуртии, поэтому каким-то образом это тоже хотелось бы, чтобы прозвучало вот, в реализации данного проекта. Спасибо. Спасибо большое. I promised Maria I would share some ideas and thoughts that we've had so far on the design, and maybe some of them start to have a dialogue with your questions. Я также пообещал Марии, что мы с вами поделимся собственными задумками, и, может быть, сейчас настало время. Okay, so there was a thought about two spaces, a civic space and maybe a different kind of space. А теперь, что касается двух типов пространств, это административное пространство и какой-нибудь другой тип пространства. Okay, I think it's I want to add a little to this diagram. Some of the buildings, the cinema, just so they're clear. You just translate them. Я хочу добавить к этой диаграмме пару построек. Это кинотеатр. The residential towers. Башни, дома, жилые дома, вот эти вот высотные. The Gostinitsa Hotel and the government building. Гостиница Центральная и здание администрации. Okay, you've got the other cinema down on this side. Также здесь вот внизу есть другой кинотеатр. The shopping centre, ЦУМ. Okay, the park hotel. Отель Паркин. And the Republic Theatre. Республиканский театр. And of course Burger King. No, Burger Star. Естественно, Бургер Кинг, нет Бургер Star. Good old Burger Star. So, I think, you know, at the moment the space really is kind of divided. It has two characters, without a doubt, the top and the bottom. Сейчас мы видим, что это пространство, оно явно разделено. В нем есть это два типа пространства, два разных пространства, верхнее и нижнее. And I think the gentleman who said it before is completely correct. The esplanade is another square as well. Absolutely correct. И я считаю, что один из ораторов, который сегодня говорил, он абсолютно прав в том, что и сама эта наша эспланада, это тоже совсем отдельная площадь, абсолютная правда. And actually, you know, we mustn't forget the eventual link and the space behind to the eternal flame. Также нам не стоит забывать и первоначальную, самую первую площадку, которая около вечного огня. Okay, in terms of our brief and our scope of work, this is currently being designed by the president. It's his project of the Republic. It's going to be a Republic Park. So at the moment, there is a landscape work that is underway for that space. С точки зрения нашего охвата того, за что отвечаем мы, то все, что касается рельефа и перехода вот к этой экспланаде, это же президентский проект, который находится в нашей епархии. Our main brief, our brief is to look at really these two spaces here. Сейчас в нашем проекте наша главная цель это смотреть вот на эти вот две площади. And there is a difference. One is a steep slope with lots of steps. И они достаточно разные. Один из них это очень крутой спуск с большим количеством ступенек. It's got a lot of landscape on it. Очень много ландшафта, рельефа. There's the tramway. The tramway and the road divide it from this space, which is hard landscape space. И вот трамвайная линия и дорога его отделяют от вот следующей площадки, которая вся состоит из жесткого рельефа. And let's not forget the other road at the top of the hill. Не забываем и другую дорогу, которая сверху. Our feeling is that there is a difference between what is going on here, this space, and this space here. По нашему ощущению есть большая разница между тем, что будет происходить вот в этом месте и вот в этом месте. The space at the top is a kind of civic space. It's got the government building, it's got the theatre around it,
And this is where it is used for big concerts and big events. Верхняя площадка — это такое пространство достаточно гражданское, то есть множество таких административных зданий, здесь проходятся большие мероприятия, какие-то большие концерты. The lower space it has got the cinemas and the clubs and the bars and some restaurants around it. It's also close to the shopping. Нижнее пространство, оно ближе и к магазинам, здесь есть и клубы, и кафе, и бары. And we wonder if this is more of a sort of entertainment space. И мы задаемся вопросом, может быть, эта нижняя площадка, она больше для развлечения. And actually we've been thinking about this in between. What is this actually used for? И мы думали о том, что вот это вот место между ними, для чего этот вот транзит используется. And we wonder if actually this is really a sort of transition space. It's a kind of space that you use to go between one space and the other. И мы решили, может быть, это действительно просто такое место, которое применяется вами для того, чтобы перейти от одной площадки к другой, и не больше. And to extend that diagram, this is a kind of it's another space. This is a monumental space. И мы можем еще и продлить нашу диаграмму. Вот здесь я вам показываю пространство вокруг памятника дружбы народов. And there is the monument, the big monument, the French monument. And this is really a kind of transition space. А вот здесь вот опять-таки транзит. Between here and here. Между этой и этой площадкой. And here there is the eternal flame and the park. А здесь вечный огонь и парк вокруг него. And this is the fourth space in the diagram. Это четвертая площадка в нашей диаграмме. And actually, kind of this is a kind of transition space. А вот здесь вот очередной транзит, место транзита. Between here and here. Между этими двумя площадками. So our proposal, I think our idea, this is just where we are, our starting point, is that you kind of, first off, you divide this space into pieces which have a function. So here is the civic space, here is something different, this is a transition space. Maybe this becomes a new park, maybe this is green, a space that you walk through. And we completely change the nature of this central area. And then here we create a different square, which is an entertainment space, based around the cinemas and the bars and the restaurants. И наша задумка, по крайней мере, первоначально наша наметка состоит в том, что, может быть, эту площадь поделить на вот такие кусочки, например, вот эта вот административная площадь, площадь для развлечений, а площадь, которая служит сейчас только для транзита, из нее, например, можно сделать парк, из другой площади можно сделать еще что-нибудь, то есть вот эти транзитные зоны под что-нибудь приспособить. And then what we are looking at the moment, and this is just the process, we are walking around the site, looking at the buildings, we are looking at what needs to happen along the edge of the space. Here, there's lots of space around which we could potentially use or look at what the future uses of this space might be to help contain the space and create an edge. Также мы, когда мы ходили по площади, мы обратили внимание, как много пространства находится по краям площади. И мы думаем о том, что можно было бы с этим сделать, как можно было бы их применить полезно и, может быть, подчеркнуть вот эту площадь. So, for example, one idea we had today was that if we were talking about multi-story car parks. Один из примеров это вот уже упомянуто сегодня нами решение о многоэтажных парковках. And this isn't definite. This isn't the final solution, but it's just an idea we had today. Это в качестве задумки, это не то, чтобы какое-то наше прям решение твердое. So, for example, if you were to build a multi-story car park down over here, adjacent to the theatre, the Republic Theatre. Если, например, построить многоэтажную парковку вот в этом месте рядом с театром. A lot of this space here, around the theatre, could be used to maybe improve the theatre, maybe to add new uses, like, I don't know, shops, cafes, restaurants, something like this. То вот это просторное пространство около театра, оно может быть задействовано для того, чтобы еще лучше, чтобы улучшить это пространство, например, с помощью кафе, ресторанов, еще чего-нибудь для людей. Also, the parking for this cinema is terrible at the moment. It's all over the square with no proper access. It's very uncontrolled. А парковка вокруг вот этого кинотеатра сейчас тоже в ужасном состоянии, она совсем в другом месте, она не контролируется. And here there is a plot of land where there is you could triple, quadruple, the number of car parking spaces here and help create a parking area for all of this, which would release land in lots of other locations around there.
И здесь тоже большое количество каких-то несобранных территорий, и можно увеличить в 2 или в 3 раза количество свободной территории, если построить просто многоэтажную парковку, и очень-очень много машин таким образом разгребется. So anyway, these are just our what you might call first thoughts. Это вот то, что называется первые задумки. Maybe they're useful. Может быть, они вам пригодятся. Марин, встань, пожалуйста, подойди ко мне. Мы тут пока посидели, подумали, у нас на доске появился второй e-mail и второй телефон. В общем, все молодые люди звонят Марине. Девушки звонят мне по всем вопросам. Вот второй e-mail и второй телефон Марины. У нас есть возможность задать последний вопрос. Можешь присаживаться? У нас есть возможность задать последний вопрос нашим коллегам. Есть ли у кого-нибудь желание? Последний вопрос или суждение? Вопросов нет? Давайте поаплодируем. Екатерина Ангелова. Маленький бенефис за постоянное фотографирование всех мероприятий. Хотелось бы задать еще такой вопрос. Хотелось бы в Ижевске где-то видеть творческое пространство, вроде Арбата, который есть в Москве. Я знаю, что в других городах они также присутствуют. Может быть, как-то возможно простимулировать это за счет того, что вы сделаете на Центральной площади? Мне только что напомнили о том, что у нас есть самый потрясающий партнер нашего мероприятия, это сайт techne.com. И на сайте techne.com будет самая актуальная информация о этом будет самая актуальная информация о ходе работ. И я хочу предоставить заключительное слово главному художнику города Марии Гученко. Мне бы хотелось немножко просто пояснить про Марину. То есть здесь сейчас написано 2 контакта, то есть контакт ассоциации Арго и непосредственно Никиты Ананичева. И второй контакт – это Марина, это сотрудница администрации, а именно сотрудница Главного управления архитектуры и градостроительства. То есть мы также ждем от вас каких-то предложений, которые мы сможем принимать на почту, которая здесь написана. Ну, то есть можно будет звонить по телефону и даже отдельно договариваться о каких-то встречах. То есть если для вас проще что-то рассказать или предложить в живом разговоре. Поэтому администрация в этом процессе принимает очень живое участие, то есть мы ждем участия всех неравнодушных нашим городским пространством. Спасибо всем, кто пришел, кто принял участие. Надеемся на дальнейшую плодотворную работу. У нас работы много. Ждем вас в следующий раз.